После школы Вера уехала из небольшого провинциального городка в Москву, чтобы продолжить учебу. Однажды пошла с подругами в клуб и там познакомилась со Стасом. Москвич, красавец. Его родители уехали на год в заграничную командировку. Она влюбилась в него без памяти и вскоре переехала жить к нему. Жили на широкую ногу. Родители деньги присылали. Каждый день то в клуб ходили, то вечеринки дома устраивали. Сначала Вере такая жизнь нравилась, а помниться не успела, как нахватала долгов и пропусков, зимнюю сессию сдала с двойками. Встал вопрос об ее отчислении. Вера пообещала взяться за ум и пересдать экзамены. И правда, засела за учебники. Когда к Стасу приходила компания, она запиралась в ванной. Сессию она все-таки пересдала, но решила уговорить Стаса остепениться. У него последний курс, скоро диплом получать. Да ну, Верунь, один раз живем. Молодость – штука проходящая. Когда и веселиться, как не в 20 лет? Беззаботно отвечал он. Стыдно было матери сказать, что без штампа в паспорте живет с парнем. Когда звонила домой, врала ей, что замуж вышла. Расписались, а свадьбу сыграют, когда родители Стаса вернутся из командировки. Однажды Вера почувствовала себя плохо на занятиях. Голова кружилась, подташнивала. Она не могла вспомнить свой календарь и с ужасом поняла, что, скорее всего, беременна. Тест на беременность подтвердил ее догадку. Срок небольшой, и Стас стал уговаривать ее сделать аборт. Впервые они сильно поругались, да так, что Стас ушел и 2 дня не показывался дома. Вера места себе не находила, ждала и рыдала. Наконец Стас вернулся, но не один. На нем висела подвыпившая блондинка, которая еле держалась на ногах. Вера была измотана неизвестностью и ожиданием, не сдержалась и накричала на Стаса, стала выгонять его спутницу. «Она не уйдет, а не нравится, сама вали отсюда, истеричка!» Проорал он и наотмашь ударил Веру. Она схватила пальто и выбежала из дома. Пешком дошла до общежития, с опухшей скулой, с размазанными по щекам тушью, в слезах. Вера постучала в дверь. Вахтерша сжалилась и впустила ее. На следующий день пришел Стас, просил прощения, обещал, что больше никогда не поднимет на нее руку, умолял вернуться. Вера поверила, ради ребенка. Кое-как она окончила первый курс, домой ехать боялась. Что скажет мать? Но и оставаться в Москве страшно. Скоро должны были приехать родители Стаса, а она с животом и выглядит ужасно. Вскоре действительно приехали родители из командировки. Узнав, что Вера из провинции, что только что перешла на 2-й курс, отец начал неприятный разговор. Предложил Вере денег, чтобы она уехала и оставила их сына в покое. Сама посуди, какой из него отец? Одни гулянки до клубы на уме. А может, и не его это ребенок вовсе. Деньги большие предлагаю. Бери и уезжай в свой город, к родителям. На первое время хватит. Поверь, так всем лучше будет. Обидно было Вере слышать это. От стыда готова была провалиться сквозь землю. Стас не заступился, слушал молча. Деньги Вера не взяла, хотя потом пожалела об этом. Собралась и уехала к матери. А та, как увидела дочь с животом на пороге, так сразу все поняла. «А чего одна приехала?» Настороженно спросила она. «Я так понимаю, что замуж ты не вышла. Натешился москвич и выгнал тебя. Деньги-то хоть дал?» Спросила мать, не пуская дочь в квартиру дальше прихожей. «Мам, как ты можешь? Не нужны мне его деньги». «А ко мне чего приехала? Мы с тобой тут и раньше еле вдвоем уживались. Я думала, вытащила дочка счастливый билет. Замуж за москвича вышла, в шоколаде живет. А она с животом ко мне вернулась. И как мы тут поместимся вчетвером? Да еще с ребенком маленьким». «Почему вчетвером?» Упавшим голосом, ничего не понимая, спросила Вера. «Потому что, пока ты в Москве зажигала, у меня тоже друг появился. А что? Я еще не старая.
тоже счастья женского хочу. Тебя одна растила, о себе думать некогда было. Могу теперь и для себя пожить. Он моложе меня, не хочу, чтобы на тебя пялился». «Да куда же мне идти, мама? Мне рожать скоро», еле сдерживая слезы, прошептала Вера. «А к мужу возвращайся. Или кто он тебе? Он ребенка тебе сделал, пусть и обеспечивает его, заботится о вас». Мать стояла непреклонная, ни жалости, ни сочувствия Вера не увидела в ее глазах. И раньше у них отношения не были теплыми, а теперь и вовсе, словно с чужим человеком разговаривала Вера, а не с родной матерью. Взяла Вера сумку и пошла прочь. Отошла от дома, села на скамейку и заплакала. Куда идти? Кому она нужна, если даже родной матери на нее и на будущего внука наплевать? Думала даже выйти на дорогу и броситься под машину. Но ребенок в животе беспокойно зашевелился, словно почувствовал что-то. Не хватило духа у Веры заставить его умирать от боли под колесами. «Вера!» Перед ней неожиданно остановилась девушка. Она подняла глаза, но слезы не давали разглядеть лица. «Это я, Соня. Мы вместе в школе учились. А ты чего плачешь?» Она села рядом с Верой и тут заметила живот. «Ты беременная?» Вера разрыдалась и все рассказала бывшей однокласснице. «Знаешь что, пойдем ко мне. Родители на даче до осени. Пока у меня поживешь. Не на улице же тебе ночевать. А потом придумаем что-нибудь». И Вера согласилась. А куда деваться? Ноги не держали от усталости. Есть хотелось сильно. «Располагайся, да не стесняйся», — сказала Соня, приведя к себе Веру. Вера с радостью опустилась на мягкий диван, вытянула ноги, а Соня побежала на кухню. «Сейчас накормлю тебя. Я на каникулах в больнице работаю, а вообще в медучилище учусь», — кричала она из кухни. «Слышала, ты в Москве учишься?» «Училась», — тихо сказала Вера и прикрыла глаза. Через 2 дня Соня пришла с работы радостная. «У нас в отделении старушка лежит. Не ходит после инсульта, но голова светлая. Так сегодня дочь ее приехала. Вызвали, потому что мать пора выписывать. А дочь к себе отказалась ее брать. Представляешь? Говорит, в другом городе живет. Муж будет против. С 3 детьми в 2 комнатах ютятся. Никак, говорит, взять мать не могу. А сама такая толстая, вся в люрексе, аж в глазах рябит. Попросила нас помочь найти кого-нибудь в качестве сиделки для мамы. Я сразу про тебя подумала. Она ждет нас после 5. «А ты сказала, что я скоро рожу?» – спросила Вера. «Нет», – растерялась Соня. «Пойдем. Все равно больше желающих не нашлось. Собирайся. Да живот не очень выпячивай. Вот увидишь, возьмет она тебя». «Ты что? Как я беременная за больной старушкой ухаживать буду? Ее же переворачивать надо, мыть, памперсы менять». Испуганно запричитала Вера. «Я научу. А мыть не каждый день нужно. Я буду приходить и помогать. Вер, это лучший для тебя выход. Жить будет где. А старушка, она тихая, не вредная. А когда рожу, как я с маленьким ребенком и с ней управляться буду?» Не унималась Вера. «Вот родишь, тогда и будем думать. Я помогу», — повторила Соня. «Пойдем, Вер». Страшно было Вере, но если Соня поможет, можно попробовать. Хоть крыша над головой будет и еда. Их встретила полная женщина с недовольным выражением лица, окинула Веру с ног до головы. «Беременная? Справишься?» – спросила она. «Справиться. Я помогу. Я на медсестру учусь. Могу уколы делать. Ей жить негде. Муж выгнал». За Веру ответила Соня. «Мне-то что? Сама напросилась. Только не надейся, квартиру не получишь. И платить не буду. Денег лишних нет. 3 детей у меня. Старшая дочь поступать в университет на следующий год будет. Согласна за жилье и еду ухаживать за матерью. Вот карточка. Пенсия мамина
в твоем распоряжении. Только смотри, чтобы на мать ее тратила. Проверять буду. Квитанции не забывай оплачивать. Вот номер моего телефона. Но по пустякам не звони. Только если серьезное что». Она бросила последний взгляд на подруг, мать и ушла. Подруги переглянулись и подошли к старушке. «Анна Ивановна ее зовут», — сказала Соня. «Здравствуйте, Анна Ивановна. Я Вера. Буду с вами жить. Соня тоже приходить будет, помогать», — сказала Вера. Старушка смотрела на ее живот слезящимися глазами. «Да, я беременная, но я справлюсь», — как можно увереннее сказала Вера. «Мать родная ее выгнала, представляете?» — вставила Соня. Вера отдернула ее за руку. «Вы что-нибудь хотите? Воды?» — спросила Вера. Старушка промычала что-то. «Это она говорит, что не хочет. Я уже научилась понимать. Ты тоже скоро научишься. Пойдем, посмотрим, что из продуктов есть. Я в магазин сбегаю, а ты отдохни», — сказала Соня и увела Веру из комнаты. Так Вера стала жить с Анной Ивановной. Она была спокойная, плакала часто или глаза слезились. Вера вытирала слезы, кормила ее с ложечки. Все рассказала про свою короткую и такую непростую жизнь. Через месяц у Веры начались схватки. Соня вместо нее ухаживала за Анной Ивановной, пока она лежала в роддоме. Родила Вера маленькую симпатичную девочку и назвала Аленкой. Боялась сначала, что дочь Анны Ивановны приедет и выгонит ее, но, видно, забыла та про мать. Вера крутилась, как белка в колесе, между плачущей дочкой и мычащей старушкой. Однажды оставила дочку в коляске возле ее кровати, а сама на кухню побежала, каша на плите убежала. Когда вернулась, Анна Ивановна что-то напевала, а Аленка слушала, засыпая. Так и стала Анна Ивановна помогать. Аленка под мычание быстро засыпала, а у Веры руки развязаны, успевала что-то по дому сделать. Шло время. Аленка вставать на ножки уже пыталась, а вот Анна Ивановна совсем плоха стала. Вскоре она умерла, тихо, во сне. Вера позвонила дочке Анны Ивановны, та приехала хоронить мать. Сразу объявила, чтобы Вера вещи свои собирала. В ее услугах она больше не нуждается. «Обжилась тут, смотрю», — глядя на Аленку, сказала она. «Предупреждала, что квартиру не получишь. Я продам ее». «Можно я поживу, пока вы ее не продали? Мне некуда идти», — попросила Вера. «А мне какое дело?» Разбирая вещи матери после похорон, дочка Анны Ивановны нашла в бумагах завещание, в котором ясно было написано, что наследницей квартиры является Вера. Такой крик подняла, что Аленку напугала. «Я так этого не оставлю, в суд подам. Ишь, аферистка, жить ей негде. Может, ты и мать мою на тот свет отправила?» Ничего не понимающая Вера позвонила Соне. Та и рассказала, что незадолго до смерти Анна Ивановна попросила позвать нотариуса. Плохо говорила, но понять можно было. У тебя Аленка болела, ты не вникала. Я и доктора к ней приглашала, чтобы подтвердил, что она вменяемая. Жалко ее. Не бойся, ни один суд мать с ребенком на улицу не выгонит. Все соседи подтвердят, что дочка ее здесь не показывалась целый год, а ты ухаживала за ее матерью. Успокаивала верная Соня. Так и вышло. Вера осталась жить в квартире Анны Ивановны. Со временем Аленка в сад пошла, а Вера вышла на работу в регистратуру. Еще подрабатывала санитаркой. Только Вера встала на ноги, выдохнула. Казалось, все беды остались позади. Но неожиданно пришла к ней мать. Села на табуретку и заплакала. Рассказала, что сделали ей операцию сложную. Она продала квартиру, чтобы оплатить ее. Вот пришла к Вере доживать последние дни. Пожалела Вера, мать все-таки. Однажды Вера с дочкой и Соней пошли гулять. Погода стояла отличная, теплая. «Ой,
я телефон забыла. Остановилась на полпути Вера. Да ладно, зачем он тебе? Спросила Соня. А вдруг маме плохо станет? Дозвониться не сможет. Постой тут с Аленкой, я быстро сбегаю. И Вера побежала домой. Она открыла дверь своим ключом и услышала, как мама разговаривала с кем-то по телефону. Вера взяла с тумбочки свой мобильник и хотела уже уйти, как услышала слова матери. Да гулять она ушла, не слышит. Я тоже соскучилась. Потерпи немного. Я почти не трачу свои деньги и за квартиру плату откладываю. Так что скоро у меня будет нужная сумма. Я-то во мне умерла великая актриса, а живот пластырем заклеиваю. «Мама!» — вскрикнула ошарашенная услышанным Вера. Мать вздрогнула, оглянулась, отняла от уха телефон. «Как ты могла? Ты наврала мне про операцию и квартиру не продала, а сдаешь? Долги любовника своего оплачиваешь, а ты забыла, как выгнала меня беременную. Ты чудовище, мама! Таким, как ты, нельзя рожать детей!» «Ты не так поняла, я просто...» Стала оправдываться растерянная мать. «Все я правильно поняла. Когда вернусь с прогулки, чтобы тебя здесь не было». Вера вылетела из квартиры, хлопнув дверью. «А вот и мама идет», — сказала Соня маленькой Аленке, но, увидев слезы на глазах подруги, замолчала. Они пошли в сторону парка. «Вера, что ты молчишь? Что случилось? С мамой?» — беспокойно спросила Соня. «С мамой как раз лучше некуда. Представляешь, она обманула меня. Не было у нее никакой операции, и квартиру она не продала, а сдает, чтобы денег накопить. Приехала за мой счет жить, чтобы покрыть долги своего любовника». «Это она тебе сказала?» «Как же», — скажет она. Я случайно услышала ее разговор с любовником по телефону. А как охала, еле ноги передвигала. Прямо умирающий лебедь. А я-то берегла ее, ничего не давала ей делать. А она... Рассказала бы все честно, я бы пустила ее жить. Мама все-таки. А так... Как я к ней должна после этого относиться?» Вера разрыдалась. «Так подло поступить со мной. И что ты будешь теперь делать? Может, я не права, но не могу забыть, как она меня выгнала, когда я беременная приехала. Помнишь, через что я прошла? С грудным ребенком за лежащей старухой ухаживала, жуткие запахи терпела, из сил выбивалась. Да если бы не ты, я не знаю, что со мной было бы. Господи, за что? У всех мамы как мамы, а моя... К сожалению, родители не выбирают. Мне трудно советовать тебе что-то. У меня мама рано умерла, потому я в училище медицинское пошла. Но знаешь, я многое бы простила ей, лишь бы она жива была». Со страхом Вера шла домой. Слова Сони отрезвили ее. Мать все-таки. Не должна она так поступать с ней. Иначе, чем Вера лучше ее? Но матери дома уже не было. Ушла. Вера вздохнула с облегчением. Ненависть порождает ненависть. Если мать не любит дочь, то какую любовь и помощь хочет она получить взамен? Мать вернулась жить в свою квартиру, а любовник ее бросил, когда она не смогла оплачивать его долги. Когда через несколько лет мать серьезно заболела, Вера до конца дней ухаживала за ней. Ведь по-другому нельзя, по-другому, не по-человечески. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.